Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами будем отвечать на вопросы, а именно выбирать правильный ответ на вопрос и также попрактикуемся в составлении простых вопросов. На лекции чтения мы попытаемся объединить слова в категорию или в одну определенную тематику. Также мы будем практиковаться в нахождении предложения по смыслу, совпадающим с текстом. 보기, 공부를 해요? Давайте переведем на русский язык. 공부를 해요. Вы учитесь? Итак, чтобы найти правильный ответ, сначала нужно попробовать ответить самому. Если вас спрашивают, вы учитесь, то как обычно вы отвечаете? Да, я учусь. 네, 공부를 해요. Либо нет, я не учусь. 아니요, 공부를 안 해요. Теперь давайте посмотрим на 4 вариантов ответов и посмотрим, есть ли наш ответ в них. Номер 1. 네, 공부를 해요. Да, я учусь. Номер 2. 아니에요, 공부해요. Нет, это учеба. Номер 3. 네, 공부가 아니에요. Да, это не учеба. Номер 4. 아니에요, 공부를 좋아해요. Нет, мне нравится учиться. Итак, вы заметили, наш ответ есть среди вариантов. 정답. Это номер 1. 네, 공부를 해요. Итак, 공부를 해요. 네, 공부를 해요. Теперь давайте к остальным трем вариантам попробуем составить вопросы. Если ответ нет, это учеба, то какой же вопрос? Может быть, можно спросить, это экзамен? Тогда получается 시험이에요? 아니에요? 공부예요. Давайте посмотрим на вариант 3. Ответ был таков. 네, 공부가 아니에요. Да, это не учеба. То есть нужно спросить, что? Это не учеба? 공부가 아니에요? 네, 공부가 아니에요. И номер 4 был ответ 아니에요, 공부를 좋아해요. То есть нет, мне нравится учиться. Чтобы получить такой ответ, нужно спросить, вам не нравится учиться? 공부를 싫어해요? 아니에요, 공부를 좋아해요. 1번. 사전이 있어요? Итак, давайте переведем на русский язык. 사전이 있어요? У вас есть словарь? Как бы вы ответили на этот вопрос? Можно ответить «Да, у меня есть словарь». 네, 사전이 있어요. Либо «Нет, у меня нет словаря». 아니에요, 사전이 없어요. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта, и есть ли в них наш ответ. Номер 1. 네, 사전이 많아요. Да, у меня много словарей. Номер 2. 네, 사전이 없어요. Да, у меня нет словаря. Номер 3. 아니요, 사전이에요. Нет, это словарь. Номер 4. 아니요, 사전이 좋아요. Нет, словарь хороший. Итак, к сожалению, в этих 4 вариантах нет нашего ответа, так как мы ответили «Да, у меня есть словарь», «Нет, у меня нет словаря». Но есть похожий по смыслу. Это «네, 사전이 많아요». То есть, есть ли у вас словарь? Да, у меня много словарей. Получается 정답 номер 1. 네, 사전이 많아요. Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим вариантам. Номер 2. Если ответ таков «네, 사전이 없어요», то есть «Да, у меня нет словаря». Какой же вопрос? Вопрос будет звучать как «У вас нет словаря?» «Да, у меня нет словаря». Получается 사전이 없어요? 네, 사전이 없어요. Номер 3. Ответ такой. 아니요, 사전이에요. Нет, это словарь. Можно спросить, это книга, и получить ответ нет, это словарь. 책 아니에요? 아니에요, 사전이에요. Номер 4. 아니요, 사전이 좋아요. Нет, словарь хороший. То есть получается вопрос такой. Словарь не хороший? 사전이 안 좋아요? 아니요, 사전이 좋아요. 2번. 사과가 싸요? 사과가 싸요? Яблоки дешевые? Прежде чем найти правильный ответ, давайте ответим на этот вопрос. Мы как можем ответить? Да, яблоки дешевые. 네, 사과가 싸요.
Либо мы можем ответить нет, яблоки дорогие. 아니요, 사과가 비싸요. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 네, 사과가 작아요. Да, яблоки маленькие. Номер 2. 네, 사과가 있어요. Да, есть яблоки. Номер 3. 아니요, 사과가 비싸요. Нет, яблоки дорогие. Номер 4. 아니요, 사과가 아니에요. Нет, это не яблоки. Итак, наш ответ был среди вариантов. 정답. Это номер 3. 아니에요, 사과가 비싸요. Давайте теперь попробуем подобрать вопросы к другим ответам. Номер 1. 네, 사과가 작아요. То есть, да, яблоки маленькие. Можно задать такой вопрос. А яблоки маленькие? Да, яблоки маленькие. 사과가 작아요? 네, 사과가 작아요. Номер 2. 네, 사과가 있어요. Да, яблоки есть. Можно спросить, есть яблоки? 사과가 있어요? 네, 사과가 있어요. Номер 4. 아니요, 사과가 아니에요. Нет, это не яблоки. Можно спросить, это не яблоки? И это будет звучать как 사과가 아니에요. 아니에요, 사과가 아니에요. 3번. 주말에 어디 갔어요? 주말에 어디 갔어요? Куда вы ходили на выходные? Давайте для начала попробуем ответить сами на этот вопрос. Обычно отвечаем как ходила и называем место. Это получается место 갔어요. То есть прозвучит какое-то место и 갔어요. Давайте теперь посмотрим, есть ли такой ответ среди данных вариантов. Номер 1. 어제 갔어요. Вчера ходила. Номер 2. 공원에 갔어요. Ходила в парк. Номер 3. 동생이 갔어요. Младший брат или младшая сестра ходил или ходила. Номер 4. 저하고 갔어요. Вместе со мной ходил или ходила. Итак, помните, мы ответили на вопрос место 갔어요. 정답. Это и есть наш правильный ответ. Номер 2. 공원에 갔어요. 주말에 어디 갔어요? 공원에 갔어요. Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим ответам. Номер 1. 어제 갔어요. Вчера ходила. Вопрос будет тогда когда? Когда ты ходила? 언제? 언제 갔어요? 어제 갔어요. Номер 3. 동생이 갔어요. То есть младший брат или младшая сестра ходила или ходил. Получается кто? Кто ходил? 누가 갔어요? 동생이 갔어요. Номер 4. 저하고 갔어요. Вместе со мной ходил или ходила. Итак, вместе со мной ходил или ходила – это ответ. А вопрос получается с кем? Вместе с кем? По-корейски это будет как 누구하고 갔어요. 저하고 갔어요. С кем ходила? Вместе со мной ходил или ходила. 4번. 무슨 운동을 배우고 있어요? 운동을 배우고 있어요. Каким видом спорта вы занимаетесь? 배우다 – это учиться. То есть можно перевести как на какой вид спорта вы учитесь, но лучше сказать, каким видом спорта вы занимаетесь. Мы смотрим на слова в вопросе, и также эти слова можно увидеть в ответе. Скорее всего, ответ будет такой. Вместо слова 운동 будет определенный вид спорта, винительный падеж 을, и затем 배우고 있어요 или 배워요. Я занимаюсь, и дальше будет название спорта. Теперь давайте посмотрим на 4 предложенных варианта. Номер 1. 아침에 배워요. Утром занимаюсь. Номер 2. 수영을 배워요. Я учусь плавать. Номер 3. 친구한테 배워요. Я учусь у друга или подруги. Номер 4. 운동장에서 배워요. Я занимаюсь в спортивном зале. Итак, как бы мы ответили, мы назвали вид спорта и сказали 배우고 있어요, либо 배워요. У нас как раз есть такой ответ. 정답. Это номер 2. 수영을 배워요. 무슨 운동을 배우고 있어요? 수영을 배워요. Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим вариантам. Номер 1. 아침에 배워요.
утром занимаюсь. То есть вопрос может быть каким? Когда вы занимаетесь? 언제 배워요? 아침에 배워요. Номер 3. 친구한테 배워요. Я учусь у друга или подруги. То есть вопрос у кого вы учитесь? 누구한테 배워요? 친구한테 배워요. Номер 4. 운동장에서 배워요. Я занимаюсь в спортивном зале. Получается, это место. Где? 어디에서 배워요? Где вы занимаетесь? 운동장에서 배워요. Давайте переведем на русский язык. 사과가 있습니다. Есть яблоки. 그리고 배도 있습니다. И также есть груши. Нам нужно ответить на вопрос, о чем говорится в тексте. То есть определить категорию. Давайте сначала найдем ключевые слова, которые можно объединить в одну категорию. В первом предложении это будут сагва, яблоки, а во втором предложении пе, груша. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 요일, дни недели. Номер 2. 공부, учеба. Номер 3. 과일, фрукты. Номер 4. 생일, день рождения. Итак, у нас есть яблоки и есть груши. В какую категорию их можно определить? К фруктам. 정답 – это 3 номер, 과일, фрукты. Теперь давайте посмотрим на другие категории. Номер 1. 요일, дни недели. К дням неделям какие слова можно определить в эту категорию? Это будет либо понедельник, допустим, вторник, 월요일, либо 화요일, среда и так далее. Номер 2. 공부, учеба. В категорию учеба могут относиться такие слова, как 학교, школа, 교과서, учебник. В категорию номер 4, в варианте номер 4 생일, день рождения, могут относиться такие слова, как 선물, подарок, пати, вечеринка, чудо, приглашение. Давайте вместе переведем на русский язык. 오늘은 1월 1일입니다. Сегодня 1 января. 내일은 1월 2일입니다. Завтра 2 января. Ключевые слова в первом и втором предложении будут 1월 1일, 1 января, и во втором предложении 2월 2일, 2 января. Теперь давайте посмотрим, какие 4 категории нам даны для ответов. Номер 1. 날짜, дата. Номер 2. 방학, каникулы. Номер 3. 아침, утро. Номер 4. 하루, день. Итак, 1 и 2 января относятся в какую категорию? Дата. 정답. Правильный ответ номер 1. Давайте теперь посмотрим на другие категории. Итак, каникулы, 방학. К этой категории могут относиться слова как 여행, путешествие, 쉬다, отдыхать. К категории 아침, утро, могут относиться такие слова как 오전, до обеда, 해 뜨다, восхождение солнца, восход. В категории 하루, день, могут относиться такие слова как 아침, утро, 점심, обед, либо 저녁, вечер. Давайте переведем на русский язык. 아버지는 의사입니다. Мой папа доктор. 어머니는 은행원입니다. Моя мама работает в банке. Итак, ключевые слова в этих предложениях: 아버지, папа, 어머니, мама. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта категорий. Номер 1. 고향, родина. Номер 2. 부모, родители. Номер 3. 병원, больница. Номер 4. оппа, старший брат. Итак, такие слова, как 아버지, 어머니, мама, папа, относятся к одной категории. Если их объединить, получается родители. 정답. И это будет ответ номер 2. 부모. Теперь давайте посмотрим на другие категории. У нас было слово 고향, родина. К этой категории могут относиться такие слова, как 태어나다, родиться, либо может быть какое-то название места, 장소 이름. К категории 병원, больница, могут относиться такие слова, как 의사, доктор, 환자, больной, 치료, лечить.
Ну и категория оппа — это как бы одно слово, а даже не категория, просто переводится как старший брат, и категория относиться, к сожалению, не может. Давайте переведем на русский язык. 토요일에 수영을 합니다. В субботу я занимаюсь плаванием. 일요일에 쉽니다. В воскресенье я отдыхаю. Итак, ключевые слова в этих предложениях будут 토요일 – суббота и 일요일 – воскресенье. Давайте теперь посмотрим из 4 вариантов категории, какой категории они принадлежат. Номер 1 – 달력 – календарь. Номер 2 – 주말 – выходные. Номер 3 – 여름 – лето. И номер 4 – 오전 – первая половина дня. Итак, 토요일, 일요일 – это суббота и воскресенье. Эти два слова можно заменить на одно – выходные. 정답. И это номер 2 – 주말. Давайте посмотрим на другие слова. Итак, в категорию 달력 – календарь могут относиться такие слова, как январь или, допустим, март, апрель, то есть название месяца. Это может быть 1월, 4월, 12월 и также даты. В категорию 여름 – лето могут относиться месяцы июнь, июль, август, 6월, 7월, 8월. Также такое слово, как жарко, 덥다. В категорию 오전 – первая половина дня могут относиться слова такие, как 아침 – утро, 점심 전 – до обеда. Давайте переведем на русский язык. 오늘은 제 생일입니다. Сегодня у меня день рождения. 그래서 поэтому 친구와 вместе с другом или подругой 밥을 먹고 파티를 했습니다. Мы покушали и устроили праздник или вечеринку. 친구는 друг или подруга 저에게 мне 양말을 사주었습니다. Купил или купила мне носки. Итак, чтобы ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. Ключевыми словами будут 제 생일, мое день рождения, 친구와 вместе с другом 밥 и 파티, покушала и праздник у нас был. 친구, друг или подруга 양말을 사주었습니다. Купил или купила мне носки. Теперь давайте ответим на вопрос, из каких 4 вариантов более точный подходит по смыслу к тексту. Номер 1. 저는 생일 선물을 받았습니다. Я получил или я получила подарок на день рождения. Номер 2. 저는 오늘 친구 양말을 샀습니다. Я сегодня купил или купила носки другу или подруге. Номер 3. 저는 가족과 생일 파티를 했습니다. Я устроил или я устроила праздник на день рождения с семьей. Номер 4. 저는 쇼핑하고 친구와 식사했습니다. Я и покупки сделал или сделала, и покушала с другом и подругой. По ключевым словам мы знаем, что у этого человека день рождения, что они вместе покушали, и что друг или подруга подарили носки. 정답, получается правильный ответ номер 1. 저는 생일 선물을 받았습니다. В сегодняшнем тексте у нас была грамматика. Она нам поможет в соединении двух действий или даже двух предложений. Она обозначается как go. Обычно это два действия. Какое-то действие вы сделали и какое-то у вас второе действие. Вы их соединяете, между ними ставите go. Например, 영화를 보고 저녁을 먹어요. Посмотрел или посмотрела кино и теперь ужинаю. Либо 쇼핑을 하고 집으로 갔어요. Я купила что-то или купил что-то в магазине и пошла домой. Давайте для начала переведем на русский язык. 어제 형과 вчера я со старшим братом 스키장에 처음 갔습니다. В первый раз ездили на лыжный курорт. 그곳에는 там 스키를 타는 사람들이 많았습니다. Там было много людей, катающихся на лыжах. 우리도 мы тоже 즐겁게 스키를 탔습니다. Весело катались на лыжах. Итак, нам нужно ответить на задание, а именно выбрать правильный по смыслу с текстом ответ из 4 вариантов. Для этого давайте сначала посмотрим на ключевые слова в тексте. Ключевые слова будут такими. 어제, вчера,
형과 со старшим братом 스키장에 처음, первый раз на лыжном курорте. Следующие ключевые слова будут 스키를 타는 사람들이 많았습니다. Было много людей, катающихся на лыжах. В следующем предложении ключевые слова будут 우리, мы, 스키를 탔습니다. Катались на лыжах. Теперь давайте посмотрим на 4 предложенных варианта. Номер 1. 저는 자주 스키장에 갑니다. Я часто езжу на лыжный курорт. Номер 2. 저는 어제 스키를 탔습니다. Я вчера катался на лыжах. Номер 3. 저는 스키장에 혼자 갔습니다. Я на лыжный курорт ездил один. Номер 4. 저는 스키장에서 형을 만났습니다. Я встретил старшего брата на лыжном курорте. Итак, у нас были ключевые слова, что этот человек со старшим братом первый раз был на лыжном курорте, там было много людей, и они катались на лыжах. Получается правильный ответ 정답 номер 2. 저는 어제 스키를 탔습니다. Я вчера катался на лыжах. Давайте посмотрим на лексику к этому тексту. У нас было слово ски장, переводится как лыжный курорт. 처음, первый раз, впервые. 즐겁다, радостно, или можно перевести как весело. Давайте для начала переведем текст на русский язык. 저는 요리를 못합니다. Я не умею готовить. 그래서 поэтому 매일 каждый день 식당에서 밥을 먹습니다. Я ем в столовой для студентов. 학생 식당은 음식값이 싸고, столовой для студентов еда дешевая, 김치가 맛있습니다 и вкусное кимчи. Чтобы ответить на задание, давайте для начала выделим ключевые слова. Ключевые слова в первом предложении будут такими: 요리를 못합니다. Не умею готовить. Во втором предложении ключевые слова будут 매일, каждый день, 학생 식당, столовая для студентов, 먹습니다, кушаю. И в последнем предложении ключевые слова 음식, еда, 싸고, дешевая, 김치가 맛있습니다 и вкусное кимчи. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 학생 식당은 조금 비쌉니다. Столовая для студентов дорогая. Но как мы помним по ключевым словам, у нас столовая для студентов была дешевая. Номер 2. 학생 식당에 김치가 없습니다. В столовой для студентов нет кимчи. Но как мы помним по ключевым словам, было сказано, что кимчи вкусное. Номер 3. 저는 학생 식당에 날마다 갑니다. Я каждый день хожу в столовую для студентов. По ключевым словам мы помним, что этот человек каждый день кушает в столовой для студентов. Но давайте посмотрим еще на последний вариант. Номер 4. 저는 맛있는 음식을 잘 만듭니다. Я хорошо умею готовить вкусную еду. Но наше ключевое слово было «не умею готовить». 정답. Значит, правильный ответ номер 3. 저는 학생 식당에 날마다 갑니다. Теперь давайте посмотрим на лексику. В тексте нам встретилось слово «식당», которое может быть переведено по-разному в зависимости от подтекста. «식당» можно перевести на русский язык как ресторан, столовая, закусочная. Также нам встретилось слово «кимчи». Кимчи – это острая соленая капуста, которая ставится каждый раз, когда корейцы кушают. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились правильно отвечать на простые вопросы. При похожем задании на экзамене, прежде чем посмотреть на ответы, попробуйте сначала сами ответить на вопрос. Это поможет вам выбрать правильный ответ. Также при выборе ответа обязательно обратите внимание на грамматику в вопросе, так как в большинстве случаев такая же грамматика будет и в ответе.
Сегодня на лекции чтения мы научились находить слова, которые можно объединить в одну категорию. Например, яблоко, груша, дыня и так далее относятся к фруктам. А также по ключевым словам в тексте мы попрактиковались в нахождении верного ответа. Спасибо и всего вам хорошего!